На Трефолева? Да. Садитесь, здрасте. Стегнетесь? Началось либидо подниматься, и мне сразу все женщины красивые стали. О, кстати, про женщин. Так. Кстати, про женщин. Кстати, про женщин, как раз таки, да. А тут есть какие-нибудь места, где такие, ну там, чтобы... Чтобы что? Ну, женщины были? Да. Ну, типа салоны, что ли? Ну, как минимум, да. Как минимум. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. Ну, конечно, это же Питер. Блин, мне бы он найти... на этом и держится. Я тут не был уже очень долгое время. А, да? Да, уезжал. Сейчас только приехал, как-то хочется тоже это... Ну, слушайте, ну, смотрите, какая история. По салонам это тоже такая лотерея, да, определенная. Там не всегда... Ну, короче, у меня как-то были 2 иностранца в позапрошлом году. Они приезжали там осматривать какие-то шишки, приезжали осматривать для своей команды по футболу места, как организация проходит, там вот это все, ну, администрирование, питание, там, гостиницы. И я их, меня попросили, я их возил несколько дней по салонам. И я вам могу сказать, что, ну, я, наверное, их, не знаю, салонов 30 мы объехали за это время. И они там, ну, грубо говоря, кинули якорь свой иностранный только... да какой там якорь, якорек, ну неважно. Буквально в 2-3. И я могу сказать, что это было объективно. То есть вот не очень. Это вам нужно либо, ну, прибухнуть, чтобы женщины стали покрасивее. И тогда будет проще найти тот вариант. По трезвику ездить, это вы будете ездить просто... Ну, то есть я вас буду накатаю вас, не знаю, на 1 000 000 рублей, прежде чем вы найдете то, что вам нужно. Вам нужно просто как-то, ну, либо прибухнуть, либо зарядиться тем, что это надолго. Потому что вот так, чтобы прийти в салон, и там будет реально... То, что хочешь. Красивые, ну, там, или под ваш выбор, да, как правило, конечно, к сожалению, у нас не Амстердам, улиц красных фонарей нет. Вот, и у нас, как правило, там работает такое все, асоциальные элементы. Нет, есть хорошие женщины, я могу так сказать, но они стоят 20 000 в час. 2 часа, 20 000 2 часа. Да, ну, не, это больше. Ну, они разговаривают на 2 и 3 языках, у них там все силикошки сделаны, то есть они хорошо выглядят, то есть, да, возраст там, правда, от 30 до 40, вот такой промежуток, но они в хорошей форме, они дорогие, там они не похожи на... Но это 20 000. Не, мне не надо, чтобы она вообще разговаривала, как бы. Что-нибудь такое, ну, то есть, там, не знаю, как. Немая? Ну, это уже экзотика, она тоже будет стоить дорого. То есть... Немая, да. Немая, да. Не, серьезно, если, блин, какой-нибудь салон, ну, такие, чтобы там были, там, туда-сюда. Блин, ну, здесь... Никакие там эти, как Я понял, в районе, короче, нет. Это надо в центр ехать в любом случае. Есть куча сайтов. Вот там у нас, я знаю точно, на улице Маяковской салонов 15, наверное. Вот на Маяковской улице, в центре. На Невском дохерища этих салонов. Причем там во дворах, где эти салоны, если на машине въезжаешь, там стоит тетенька или там дяденька, и она там спрашивает: вы там туда-то? Ты говоришь там: да, вот паркуйтесь сюда, поднимитесь сюда, даешь ей там 500 рублей, она стоит, пасет машину, там вместо тебе. Ну, то есть сервис вообще просто понятно. Огонь. Да, ну вот, как-то так. Не, ну я тут что-то был уже в пару местах, там что-то какие-то вообще не Квазимоды? Ну, понятное дело. 1100 они там стоят, я думаю, интересно было посмотреть. 1100? Ну, час. Причем мы будем говорить прямо, да, что они работают от половины, как правило. То есть они зарабатывают 500 рублей всего. Да, вообще жестко. То есть они, получается, ради удовольствия. Им деньги не нужны, я здесь не для денег. Я здесь для удовольствия. Да. Ну, ничего, ну, как бы надо, опять же, нужно вот по фоткам, которые вот на сайтах есть, это все вообще мимо, да, потому что я, когда злоупотреблял такими вещами в молодости, я ни разу не приезжал, чтобы по фотографии была та женщина, которая вот вышла меня встречать. Как правило, они даже, ну, там, тупо
ты хочешь блондинку, смотришь, такой, о, блондинка, приезжаешь, а там какая-нибудь брюнетка или рыжая, и ты такой, типа, она говорит, а что, не похоже? Ты говоришь, ну, как бы не то, что не похоже, ну, как бы вообще нет. Ну, то есть я настраивался на одну, тут приходит другая какая-то, ну, другого цвета, скажем так. И это, конечно, жесть. Но, как говорится, одно вокруг. А у тебя нет какого-нибудь места, ну куда ты там обычно там ходишь, или ты так? Я не хожу уже в такие места. Я кутера. Но я сейчас пытаюсь либо, не пытаюсь, я либо если иду в какой-нибудь клубешник, ну или там в ресторан, я знакомлюсь с какой-то тетенькой, она там на таком, скажем, уровне подпития, что уже готова поехать, вот таким вот пользуюсь, да, моментом, либо завожу что-то такое более-менее постоянно, либо каким-то предыдущим подругам ползаю, ну что-то такое, то есть вот сейчас заморачиваться тем, чтобы, я опять же говорю, я за рулем все время, я же такси работаю, мне бухать как бы жестко не получается, а чтобы поехать по таким вот телочкам за бабки, нужно набухаться, потому что, тяжело найти красавицу, а когда набуханный уже кто там, понимаешь? Ну, главное, чтобы не мужик. Ну да. Да, главное, чтобы не мужик. Это, да. Так. Сейчас, за следующим светофором получается, да, сейчас. Так, ну что, сейчас я поверну, тогда тормозну там. Сейчас у нас получается... Вот как раз здесь в магазине можете себе коньячку взять, небольшую бутылку, поехать уже тепленьким, тогда будет нормально. Блин, ну да. Так, значит, 253 рубля. 253. Вот ты мне только сказал про деньги. Начинается. А что случилось? Ну, блин, что-то забыл я в обменник. В пару местах был. У вас валюта, что ли? Ну да. Много? Возьмешь, вот. Сейчас я припаркуюсь. Бу-бу-бу-бу-бу. Я, конечно, не Сбербанк. Я вот такие вещи вообще не очень люблю, потому что я не очень могу это все проверить. Потому что, можно я посмотрю? Потому что, если она фейковая, то я угорю как бы вообще жестко. Прикалываешься, что ли? Ну а что? Ну это я за риски-то буду как бы. Видишь, так вроде она настоящая, но коснись чего, и как бы я с ней залипну. Смотри, они же растут постоянно. Что, куда растут? Это что, как бамбук, что ли? Ты имеешь в виду, курс растет? Да. И что? Ну так потом миллионером, может, станешь. Когда потом? Завтра? Завтра. То есть я завтра просыпаюсь и курс, 150 рублей за... Короче, что, не возьмешь, что ли? Дружище, тебе говорю. Ну а как мы-то с тобой разойдемся? Я забыл сказать, пока мы ехали. Забыл сказать ты, а сейчас думать должен я. Смотри, я тебе могу просто честно сказать, да? Вот сзади меня суд и чуть дальше следственный отдел, Кировского РУВД. И тут же отделение милиции. Если хочешь, я просто тебя сейчас двумя дворами привезу тебя в отделение милиции, и ты, соответственно, полиции, и ты, соответственно, мы с тобой этот вопрос будем вот так решать. Если вот так пошло дело, да? Нет, если ты говоришь, как мы будем разбираться. Поэтому от тебя должно исходить предложение, как мы будем разбираться. Я не знаю, пускай люди, что ты предлагаешь? Тебе предложил по 64 рубля. Блять, я не буду брать по 64, я не Сбербанк. Я не знаю, позвони каким-нибудь своим там знакомым, родственникам, пускай на карту мне перекидывают там, 253 рубля. И все. Я думаю, что 253 рубля-то найдут, а ты потом с ними разойдешься, потому что я не готов. Ладно, не нервничай. Ты что-то заводишься. Потому что, знаешь, сколько таких пассажиров? Все с какими-то проблемами лезут. Все хотят какой-то халявы, там еще чего-то. Мне-то это нужно. Так, а куда надо будет тебе там перечислить? Я тебе номер телефона скажу. Ага. На телефону скинешь. Че? Застрял-то? Звонишь? Сейчас перезвонит. Перезвонит. А что, у тебя еще денег, рублей нет на телефоне? Да у меня вообще рублей нету. Вот я завидую вам, миллиардерам. Долларам, причем миллиардерам. Баксы в кармане, а рублей нет. Ну так как делать-то будем? Так я не знаю как. Сейчас пускай подождем, пока перезвонит. Ну, там, в конце концов, у меня есть телефон. Можем с моего телефона тоже, видишь, тоже надо их как-то разменять. Ну, это уже точно не мои проблемы. Ну, все смешно. Алло.
Саш, слушай, это самое, тут, короче, вообще денег нету с собой, в такси ехал, надо вот человеку расплатиться с ним. Можешь ему перевести денежку на номер? Вообще денег нету, вообще. Блин, я помню, что должен, но, блин, ну никак. Сейчас вообще, вот в данный момент никак даже не разойтись с водителем. Давай телефон номер. 891. Да, я вернул все вместе. Ага, спасибо, спасибо. Ну, сейчас подождем. Ну, вообще, как бы такие вот вещи надо, я не знаю, там, заметки себе ставить, что нужно разменять деньги. Потому что вы мое время как бы гасите. Сидим, загораем. Я тебя здесь. понял, я только о женщинах услышал, у меня все, видишь, Понятно. сразу. Ясно. Видать, давно где-то были, да? Где были-то? А? Где были-то без женщин? Ну, был в рейсе. Моряк, что ли? Ну, что-то вроде того. Понятно. Сейчас посмотрим, чего тут. Пришло, нет, да. Сейчас. Да, пришло. Да? Александр Иванович. Ага. Че тогда, ладно. Не серчай, что я завелся, ну как бы просто это все не это самое, не Я радостные понял. новости. Я понял. Ладно, Всего чё, доброго. давай тогда, удачи тебе с И женщинами. тебе. Давай, пока. Короче, это какой-то... Как вот так у нас Россия, блядь, люди, нахуй, денег на телефоне нет, полные карманы баксов. Как это происходит? Объясните мне. Что люди делают? Каким это образом? Как? Я не знаю. Может, вы мне расскажете, что за рейсы, блядь, без женщин? Что за рейс? О, господи, рейс. Что за рейс без женщин? Полные карманы долларов. Блядь, расскажите мне. Thank you.